Глава 1376. Древесный клан. Издали холм выглядел обычным, словно на нем не произошло никаких изменений, но на самом деле это была просто иллюзия. Хань Ли стоял на холме, прямо перед древним обугленным деревом. Глядя на это, Хань Ли вспомнил слова Лун Дуна и Ся Хун. Согласно их словам, если бы это было возможно, они могли встретить шпиона, посланного людьми и демонами, и получить информацию, которую было бы трудно получить в других обстоятельствах. Но если это было слишком опасно, и они лично не могли совершить поездку, шпионам можно было пренебречь. Проверив холм своим духовным чутьем, оказалось, что там никого не было. В этом случае миссия была гораздо проще. Если он заберет нужный предмет, его миссия будет считаться завершенной. После этого Хань Ли протянул палец и провел пальцем по древнему дереву. С треском из его пальца вырвалась полоска лазурного света, разрубив дерево на две части. Там была белая нефритовая пластинка. Лицо Хань Ли вспыхнуло от радости, и он потянулся к нему, приманив его в руку. В этот момент в воздухе раздался приглушенный звук. Золотой свет внезапно пронзил иллюзию, направляясь прямо к нефритовой пластинке. Хань Ли слегка изменился в лице. Недолго думая, из его рук вырвался лазурный свет, превратившись в руку лазурного света, и ударил в золотой свет. Вслед за этим из золотого раздался легкий смешок. Он прорвался сквозь лазурную руку, словно это была иллюзия. Нефритовая полоска, летевшая в направлении Хань Ли, остановилась, и в его сторону направилось слабое белое пятно. Пятно подняло руку и ловко схватило нефритовую пластинку. «Госпожа Е». Хань Ли прищурился, узнав фигуру в белом свете. Это была Е Ин, молодая женщина в белом халате. «Брат Хан. Похоже, ты легко смог добраться сюда». Женщина взяла нефритовую пластинку в руку и усмехнулась. «Что ты имеете в виду? Неужели фея Е столкнулась с проблемой по пути сюда? Когда я покинул южный горизонт и прибыл на опушку леса, я ждал всех вас некоторое время, но не получил никаких сообщений. Что с тобой случилось?» Со странным выражением на лице спросил Хань Ли. «Все просто. Мы с господином даосистом Луном встретили группу ветреных змей на горизонте. Нам пришлось разделиться и изменить направление, но на другом пути мы тоже столкнулись с проблемами», — улыбнулась молодая женщина. Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. Едва ли он что-то смог понять из ее слов. Как только он собирался что-то спросить, с неба сверкнул зеленый свет и направился к ним. Свет погас, раскрывая мужчину и женщину. Это были Лун Дун и Ся Хун. «Это вы. Как и следовало ожидать, вы прибыли сюда первым». С удивлением проговорили они. Ся Хун, увидев, что Хань Ли был цел и невредим, слегка удивилась. Когда Лун Дун увидел женщину в белом халате, он не смог скрыть радость. Женщина в белом халате посмотрела на двоих и небрежно сказала: «Значит, это вы брат Лун, сестра Е. Кажется, мы немного задержались. Леди Е уже заполучила предмет». Лун Дун посмотрел на руку молодой женщины с загадочной улыбкой на лице. Ся Хун взглянула на нефритовую пластинку в руке женщины в белом и слегка изменилась в лице. Молодая женщина усмехнулась и неторопливо сказала: «Верно. Он у меня. По правде говоря, брат Хань прибыл первым, но я была на шаг впереди». Ся Хун остановилась на секунду и вдруг спросила: «Брат Хань, здесь была только нефритовая пластинка?» Сердце Хань Ли застыло, но он кивнул со спокойным выражением лица. Ся Хун замолчала, увидев ответ Хань Ли. Лун Дун молча смотрел на женщину в белом халате, а женщина в белом просто смотрела вниз, возясь с нефритовой пластинкой в руке. На какое-то время воцарилась тишина. Было похоже на затишье перед бурей. Вскоре выражение на лице Ся Хун смягчилось, и она сказала с дружелюбным выражением на лице: «Младшая сестра Е, не могла бы ты дать мне взглянуть на нефритовую пластинку? Шпионы, которых мы послали в древесный клан, были из моего клана. Возможно, у них есть информация для моего клана». Женщина в белом халате поджала губы и сладко улыбнулась. «Боюсь, что не могу. Скажу честно, среди шпионов были и люди из моего клана Е. Может, я сама взгляну и расскажу тебе». Выражение лица Ся Хун значительно изменилось, и ее улыбка застыла, а взгляд стал угрюмым. Лун Дун спокойно сказал: «Раз мы уже захватили пластинку, мы не должны оставаться здесь. Давайте поторопимся и поговорим об этом, когда мы покинем лес». «Я согласна», — сказала женщина в белом халате. Губа Ся Хун дрогнула, но она не стала возражать. Хань Ли, естественно, тоже согласился. Молодая женщина сверкнула улыбкой. В тот момент, когда она собиралась убрать нефритовую пластинку, из древнего дерева позади нее вырвалась полоска серебряного света. Она быстро метнулась к спине женщины.
Несмотря на то, что женщина в белом халате осмотрелась вокруг, она фыркнула, и ее тело дрогнуло. Ее тело стало расплывчатым, и она исчезла. Мгновение спустя она появилась на расстоянии более 30 метров, но была серебряная полоса, последовала за ней. На этот раз выражение молодой женщины слегка изменилось. Ее плечо внезапно расплывалось, и она отлетела на 10 метров в сторону, словно под ней была пружина, позволяющая ей избежать нападения. Но в этот момент раздался звук рассечённого воздуха. Рядом с ней появилась полупрозрачная световая полоска. Целью была не молодая женщина, а нефритовая пластинка в ее руке. Встревоженная, молодая женщина внезапно откинула руку, но она опоздала. Бах! Нефритовая пластинка сразу же разорвалась, превратившись в бесчисленные осколки. Лицо молодой женщины исказилось от ярости, и она схватилась за прозрачную линию, резко притянув ее к себе. Клац! Она вытащила огромного прозрачного жука из пустоты. Это насекомое было длиной в метр и напоминало огромного шелкопряда, но на его спине была пара крыльев цикады. Он трепетал в ее руках, стараясь вырваться на свободу. То, откуда извергалась полупрозрачная золотая нить, казалось, был ее ртом. В этот момент молодая женщина притянула руку, удерживая там насекомое. В тот момент, когда нефритовая пластинка была уничтожена, Хань Ли и другие были удивлены. Почти в то же время оставшиеся древние деревья загорелись зеленым светом, и вскоре на их месте появилось несколько зеленых силуэтов. Казалось, что они были рождены из деревьев. Высокий силуэт пронесся мимо Хань Ли и заговорил человекоподобным голосом. «Хе-хе, я не ожидал, что она будет спрятана там. Если бы вы не привели нас сюда, мы бы не нашли ее. Нашему клану не придется беспокоиться о последствиях». Хань Ли взглянул на внешность фигуры, и его глаза сузились. Фигура была похожа на человека, но его кожа была зеленой, а глаза — фиолетовыми. Кроме того, они выглядели больше похожими на женщин. Эти силуэты были существами из дерева. Но самым удивительным для Хань Ли был оранжевый пояс на теле каждой из них. Пояс возвышающегося существа был желто-оранжевым с серебряной полосой. Согласно тому, что Хань Ли знал об этих существах, его сердце ушло в пятки. Серебряный уровень. Ты серебряный древесный дух. Когда все они узнали пояс возвышающейся фигуры, выражение молодой женщины стало неприглядным. Я — духовный мастер низшего серебряного уровня, Мужуи. Поскольку вы прибыли сюда, вам некуда спешить. Позвольте моему клану приветствовать вас. Без выражения сказала возвышающаяся фигура и взмахнула рукой. Другие существа с оранжевым поясом на корточки и положили руки на землю. Из холма внезапно вылетел слой зеленого света во всех направлениях и с невероятной скоростью. Хань Ли и женщина в белом, не задумываясь, сразу же поднялись с земли. В воздухе раздался грохотом, и иллюзионное ограничение, наложенное Хань Ли, было с легкостью уничтожено. После рассеяния иллюзии окрестности холма прояснились. Всюду, куда касался зеленый свет, зеленые деревья превращались в высоких меховых зверей с оружием в руках. На их меху также было множество различных цветов, а от их дыхания дули чудовищные ветры. При ближайшем рассмотрении можно было заметить несколько тысяч зверей, которые плотно окружали холм. Лун Дун и Ся Хун мгновенно побледнели. Хань Ли криво улыбнулся. Только женщина в белом халате угрюмо посмотрела на Мужуи. Было неизвестно, о чем она думала. Мужуи с суровым выражением лица сказал насмешливым тоном: «Это древовидные обезьяны, на изучение которых наш клан потратил 1000 лет. Если вы просмотрели эту нефритовую пластинку, у вас бы была информация о них, но теперь в атаку». Внезапно раздался незнакомый голос. Прежде чем Хань Ли и другие поняли, что происходит, молодая женщина в белом внезапно открыла рот и выпустила алый кровавый свет. Он внезапно превратился в несколько нитей и выстрелил прямо в древесных духов, кроме серебряного древесного духа. Глава 1377. Появление 6 рук. Древесные духи выпустили зеленый свет из своих тел, который сразу же превратился в деревянные доспехи, щиты или зеленый туман, блокируя алые нити. Но алые нити прорвались сквозь их оборону, словно сквозь воздух, и зарылись в их тело. Древесные духи засияли багровым, а затем были заключены в алую сеть, лишившись способности двигаться. В тот же момент меч Ци, который Хань Ли использовал, чтобы разрубить древнее дерево, превратился в 2 бледно-золотистых пятна, пронзившие серебряного духа Мужуи. Мужуи холодно фыркнул и указал на них. Навстречу золотым пятнам вспыхнули 2 серебряных огня и двинулись вперед. С оглушительным лязгом золотые пятна взорвались на 1000 золотых пятен, а затем покрыли Мужуи. Земля дрогнула, и вокруг Мужуи вспыхнуло заклинание из золотых талисманных символов.
Его лучезарное сияние покрыло всех высокоранговых древесных духов шариками света. Фиолетовый свет в глазах Мужуи исчез. Он сложил руки вместе, и из его ладоней появились серебряные шарики. После этого в воздухе вспыхнуло бесчисленное количество серебряных полос. Грянул взрыв. Серебряный свет и золотые талисманные персонажи переплелись между собой. Золотые талисманные персонажи обладали некой странной способностью, которая позволяла им блокировать удары серебряного духа. Лишь небольшая часть талисманных символов была рассеяна. Мужуи пришел в ярость, увидев, что его атаки неэффективны. Недолго думая, в его руках вспыхнул серебряный свет, и снова появились шары серебряного света, более ослепительные, чем раньше. Но в этот момент все древесные духи, включая Мужуи, были полностью охвачены золотым светом. Хотя Хань Ли и Лун Дун были поражены, они не собирались продолжать битву на смерть. Каждый из них использовал свои собственные спасательные меры и немедленно полетел прочь. Сяо Хун сжала руки в жесте заклинания, и ее тело упало на землю, мгновенно превратившись в прекрасного феникса, окутанного черным пламенем. Она бросилась на армию лесных обезьян и превратила их тело и оружие в пепел, пролетая мимо них. В мгновение Эка Феникс преодолел 300 метров. С серьезным выражением на лице Лун Дун проглотил радужную таблетку и сделал жест заклинания. В следующее мгновение у него за спиной выросла пара крыльев, а тело покрылось доспехами. Расправив крылья, на броне появился призрак золотого дракона. Дракон закричал и, сделав круг вокруг Лун Дуна, вошел в его тело. Вскоре Лун Дун вспыхнул золотым светом, и он разорвал небо в виде 30-метровой золотой полоски, в свете которой можно было разглядеть образ парящего дракона. Все, что мешало свету, превратилось в облако крови. Хань Ли также задействовал свою собственную технику. Он развернул пару лазурно-белых крыльев с раскатом грома. Затем он открыл рот и выплюнул немного кроваво-красного тумана. Он обвился вокруг его тела и вскоре полностью погрузил его в кровавый туман. Кровавый туман несколько раз дрогнул, выпустив алую полоску. Мелькнув несколько раз, он появился на горизонте, пробираясь мимо лесных обезьян, словно он был хозяином. В следующее мгновение фигура Хань Ли снова исчезла. На стадии божественной трансформации кровавое теневое уклонение Хань Ли было в несколько раз быстрее, чем техники перемещения Лун Дуна и Сяо Хун. Взглянув на Хань Ли, они не смогли скрыть удивление. Женщина в белом просто махнула рукой и призвала сверкающий красный сломанный клинок. Не делая никаких резких движений, она просто махнула клинком в том направлении, где было больше всего древесных обезьян. Вся мирская сущность Ци в окрестностях дрогнула, и световой малиновый клинок стал длиной более 300 метров и неспешно сдвинулся в воздухе. Свет клинка вызвал панику среди древесных обезьян, и все они ринулись прочь в ужасе. Но прежде чем древесные обезьяны смогли сбежать, их тела задрожали, мгновенно превратившись во вспышки красного пламени и сгорая дотла. Теперь на том месте, где были обезьяны, был проложен путь к отступлению. Прежде чем свет огромного клинка коснулся чего-либо, он странным образом исчез. В этот момент из нижней части поврежденного дерева, спрятавшегося в нефритовой пластинке, вылетела зеленоватая птица размером с кулак. Он влетела в тело молодой женщины в виде полоски зеленого света. Молодая женщина в белом при виде этого обрадовалась, и ее тело размылось. Затем она внезапно появилась в направлении открытого пути посреди обезьян. В следующее мгновение она уже была в конце этого пути. После этого она превратилась в белую полоску, разрывая воздух. Свет полета был нечетким, но за несколько секунд она уже оказалась за горизонтом. Скорость ее полета, казалось, не отличалась от кровавого теневого уклонения Хань Ли. В этот момент серебряный свет Мужуи внезапно вспыхнул из формации золотых талисманных символов. Серебряный свет был явно сильнее, чем раньше. За один удар большинство рун золотых талисманных символов рассеялось, оставшиеся несколько вращались вокруг него. Лицо древесного духа стало бесстрастным, но фиолетовый свет дико горел в его глазах. Внезапно он поднял голову и взвизгнул. В этот момент древесные обезьяны дрогнули, мгновенно превратившись в несколько облаков, каждая из которых погналась за одним из культиваторов. Между тем, в отдаленных районах леса деревья с черными листьями издали похожий визг. Хань Ли не стал использовать кровавое теневое уклонение слишком долго. Как только он покинул поле зрения обезьян, он убрал багровый свет и продолжил лететь в виде полоски лазурного света. Однако вскоре его лицо стало смертельно бледным. Оказалось, что два последовательных использования кровавого теневого уклонения сильно сказались на его жизненной силе. Но, думая о возможности быть преследованным серебряными древесными духами, он не смел быть небрежным. Эти древесные духи были эквивалентны культиваторам стадии интеграции тела. Несмотря на уверенность в его небесных способностях, между ними была большая разница. Он не смел надеяться, что сможет победить, даже если это был низкоранговый серебряный дух.
Если бы не скрывавшиеся люди, которые помогали им и использовали секретную технику, чтобы ограничить серебряный древесный дух, он боялся, что у них не было бы даже возможности сбежать. Однако было ясно, что ограничение золотого талисмана не задержит их надолго. Таким образом, они поспешно скрылись. Поскольку было возможно, что любого из них мог преследовать серебряный древесный дух, и он не решался медлить. Хотя он не мог снова использовать кровавое теневое уклонение, грозовые крылья на его спине продолжали мерцать. С каждой вспышкой его скорость резко возрастала. Вскоре его скорость будет эквивалентна культиватору стадии пространственного закаливания. Но даже в этом случае Хань Ли не смел оглядываться назад и летел так быстро, как только мог. Ветры вырвались из-под него, и вскоре после этого несколько штормов пронеслись к нему с огромной скоростью. Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и его полет внезапно остановился. Из-под него появились 3 лазурных луча, каждый из которых находился всего в метре от его тела. Если бы Хань Ли не остановился, он боялся, что они бы попали в него. 3 лазурных огня сделали круг в воздухе, и они превратились в 3 существ древесного клана. Все они преградили ему путь вперед. Хань Ли взглянул на 3 и обнаружил, что у них на поясе были едва заметные желтые пояса, и он почувствовал облегчение. Они были эквивалентны культиваторам зарождающейся души, и ему было ни о чем беспокоиться. Не желая использовать свои различные сокровища, он просто взмахнул крыльями и выстрелил вперед в виде лазурно-белой молнии. Скорость молнии была мгновенной, и в следующее мгновение он появился перед древесным духом в центре. Древесный дух ничуть не изменился в лице, и только его глаза вспыхнули фиолетовым светом. Затем он безбоязненно вонзил свое деревянное копье в живот Хань Ли. Прежде чем копье коснулось его, из него вырвались бесчисленные лазурные шипы, желающие превратить Хань Ли в подушку для булавок. Глаза Хань Ли сверкнули странным светом, из его рук вспыхивал золотой свет, мгновенно покрывая его тело прозрачными золотыми чешуйками. Лазурные шипы с лязгом отскочили при ударе, не оставляя никаких повреждений. Затем его руки странно потянулись и схватили наконечник копья. Древесный дух пытался оттащить его изо всех сил, но копье не пошевелилось ни в малейшей степени. Лицо древесного духа вспыхнуло лазурной ци, а затем он выпустил копье и мгновенно отступил, как падающая звезда. Однако другая рука Хань Ли внезапно с треском вырвалась вперед, мгновенно достав до груди древесного духа и пронзив ее, словно меч. С оглушительным звоном тело древесного духа было разорвано в клочья мощной силой Хань Ли. Затем он вырвал слабый желтый кристалл из его тела. Вся эта атака заняла всего 1 мгновение. 2 других духов при виде этого испустили странный визг. Они выплюнули желтый туман и взмахнули копьями, создавая бесчисленных призраков, чтобы окружить Хань Ли. Хань Ли ухмыльнулся и скрутил руки, желая использовать их в бою. Но произошло нечто, что превзошло все его ожидания. Одна рука вошла в тело древесного духа, а другая, вцепившись в копье, вспыхнула ярким светом в теле древесного духа, и он почувствовал невероятную силу притяжения. Его руки размылись, и вскоре он обнаружил, что совершенно не может пошевелить ими. В этот момент желтый туман мгновенно покрыл его лицо, и бесчисленные призраки выпустили на него свои лазурные полосы. Лицо Хань Ли исказилось, а губы дрогнули, словно он собирался что-то сказать. Внезапно золотой свет ярко осветил его тело. 4 нечетких золотых руки внезапно врезались в ребра нескольких призраков. Глава 1378. Бегство от преследования. 4 руки расплылись, пробив сквозь окружающий его туман. 2 из них промелькнули сквозь призраков, с легкостью блокируя их плотными золотыми ладонями. Тем временем 2 другие золотые руки щелкнули пальцами по 2 древесным духам, выпустив из них 10 золотых полос. Древесные духи встревожились, и из тех появился набор лазурных доспехов. У них также были желтые деревянные щиты для защиты. Однако 10 полос света были сформированы облачными бамбуковыми мечами Хань Ли. В одно мгновение 2 древесных духов были разбиты на несколько частей. Однако Хань Ли на этом не остановился и взмахнул 2 призванными руками. Из рук вырвался плотный золотой свет, мгновенно окутав собой духов. Хань Ли глубоко вздохнул и напряг свои руки. В следующее мгновение из них вырвалось поток странной золотой ряби. Как только рябь золотого света коснулась к древесному духу, тот задрожал вместе со своим лазурным копьем, пока и он, и копье не рассыпались на осколки и не исчезли. Хань Ли вытянул руки, и золотой свет внезапно покинул его тело. 4 золотых руки, которые он вызвал, тоже исчезли. Использование второй части его первозданного истинного дьявольского искусства, чтобы справиться с этими древесными духами стадии зарождающейся души, было невероятным. Однако он лишь немного усовершенствовал технику и не смог использовать ее истинные способности.
Он все еще не мог использовать ее, чтобы противостоять могущественным врагам, и мог использовать ее только для того, чтобы застать их врасплох. Однако, как только Хань Ли достигнет стадии пространственного закаливания и освоит третью часть техники двойной культивации, он был уверен, что сила первозданного истинного дьявольского искусства достигнет невероятной стадии. Это определенно будет сопоставимо с техникой высшего ранга. После этого Хань Ли превратился в полоску лазурного света и метнулся прочь. По пути Хань Ли столкнулся с еще несколькими волнами существ лесного клана. Однако их культивация была в основном на стадии зарождающейся души. Были даже несколько, кто были и слабее. Хань Ли смог с легкостью уклониться от этих древесных духов. Он старался разобраться с ними как можно скорее, поскольку не мог позволить себе возиться с ними слишком долго. Однако, несмотря на его безумную скорость, через полдня он столкнулся с большой проблемой. Он встретил двух древесных духов с фиолетовыми поясами. Один был высоким и крепким, а другой стройным. Они оказались мужчиной и женщиной. Позади них были 4 древесных обезьян 20 метров в высоту. У них был серебряный мех и большие желтые дубины в руках. У древесных обезьян были яркие глаза, и все они с умом смотрели на Хань Ли, производя впечатление опасных существ. Хань Ли на самом деле чувствовал примерно тот же уровень угрозы, что и от двух древесных духов. Эти фиолетовые древесные духи были эквивалентны культиваторам стадии божественной трансформации, и с ними было бы нелегко иметь дело. Теперь, когда Хань Ли находится на опушке леса черных листьев, он хотел немедленно уйти и избежать любых сражений. Однако древесные духи и обезьяны смотрели на него с видом враждебности, и взгляд Хань Ли стал ледяным. Внезапно он хлопнул себя по затылку. Оттуда вспыхнул волна серого света и взмыла в небо, облетев один раз и превратившись в серое кольцо шириной не менее 100 метров. Это привлекло внимание противников. Затем он взмахнул рукавом и выпустил 72 маленьких золотых меча, метнув их во все стороны. Сначала он планировал задержать их с помощью эссенции божественного света, а затем уничтожить их формацией золотых мечей. Тем временем Ся Хун парила в воздухе с бледным цветом на лице. Она смотрела в упор на несколько зеленых пятен, которые появились перед ней. Все трое были древесными духами с фиолетовыми поясами, в другом направлении Лун Дун продолжал лететь в своем золотом свете. Его преследовала золотая древесная обезьяна с огромным черным топором в руках. На ее теле мелькал радужный свет, и она преследовала его, как падающая звезда. Большая часть призрака с золотыми драконами с 5 когтями уже рассеялась. Однако, увидев свирепую обезьяну с золотым мехом, которая преследовала его, он не собирался драться с ним и продолжал бежать вперед. Через несколько сотен километров он скоро прибыл на опушку леса. Белая полоска испустила пронзительный свист, разрывая воздух. В нескольких километрах позади ее преследовал серебряный свет. 2 полосы периодически вспыхивали, и вскоре они достигли нескольких километров. Белая полоска не смогла избавиться от серебряного света, а серебряный свет не смог догнать белую полосу. В таком преследовании 2 световых полоски покинули лес. Паря в воздухе, Хань Ли увидел, как бесчисленные золотые нити из формирования меча сгущаются в шар. В конце концов, они достигли последней обезьяны и с легкостью разорвали ее на куски. Затем он вздохнул и скрестил руки в жесте заклинания со словами «Отступаем». В воздухе со звоном внезапно появилось несколько сотен золотых огней. В яркой вспышке они приняли свою прежнюю форму в виде 72 мечей. Мечи быстро обернулись вокруг него и влетели в рукав. Затем они дрогнули в его рукавах и исчезли. В центре того места, где раньше была формация мечей, остался лишь кровавый туман, который еще не рассеялся. Хань Ли моргнул. Подлинная формация золотых мечей, сформированная из 72 мечей, оказалась гораздо более смертоносной, чем он ожидал. Он поймал в ловушку 2 фиолетовых древесных духов и 4 свирепых серебряных обезьян. Формация золотых мечей, высвободив золотые нити, поубивала их без малейшего сопротивления. Вспоминая, когда Лун Дун упомянул, что Цин Юаньци, культиватор стадии пространственного закаливания, с помощью великой формации мечей смог заблокировать культиватора стадии интеграции тела, Хань Ли поверил, что тот говорил правду. Больше он решил не задерживаться там. Убрав летающие мечи, он быстро направился к краю леса. Через час Хань Ли наконец добрался до края. Когда он был в 50 километрах от леса, он сразу же надел на тело талисман невидимости. Внезапно его тело превратилось в пустоту. При виде этого он облегченно вздохнул. После этого он внезапно изменил направление. Вскоре после того, как он улетел, позади него появились 2 полоски желтого света. Их свет исчез, раскрывая 2 древесных духов с желто-оранжевыми поясами. Эти 2 были древесными духами, которые первоначально сопровождали духов серебряного ранга. Женщина в белом халате поймала их в ловушку с помощью высокоранговой техники.
Они облетели вокруг места, где Хань Ли первоначально остановился, и прошептали друг другу. Убедившись, что никаких следов Хань Ли больше нет, им ничего не оставалось, кроме как вернуться. Хань Ли не мог знать, что его осторожные действия позволили ему избежать бедствия. В противном случае два духа с оранжевым поясом ранга пространственного закаливания начали бы преследовать его. Он бы не смог безопасно сбежать от них. Пролетев еще несколько километров, Хань Ли убедился, что он избежал преследования древесного клана и сжал руки в жесте заклинания. Внезапно из его тела вспыхнули талисманные символы, и его тело пришло в норму. В это же время шар духовного света вылетел из его тела и превратился в талисман невидимости. Он щелкнул пальцами, и талисман исчез. Затем он внимательно огляделся и осторожно приземлился на небольшую гору. На его лице было задумчивое выражение. В этот момент он чувствовал себя довольно мрачно. Существа древесного клана уничтожили нефритовую пластинку в момент растерянности. Значит ли это, что он провалил миссию? В этом случае он не сможет получить необходимые таблетки земного очищения. Нужно ли ему возвращаться в город высшего неба? Нет. Тот, кто задержал древесных духов серебряного ранга, явно был шпионом, которого люди и демоны отправили в древесный клан. В этом случае нефритовая пластинка могла быть не настоящей. Возможно, информация о древесном клане все еще находится при них. Если он найдет этого человека, его миссия будет завершена. Подумав об этом, он внезапно почувствовал проблеск надежды. Кажется, ему придется найти молодую женщину в белом. Но как он теперь ее найдет? Лицо Хань Ли дрогнуло, и на его лице появилась странная улыбка. Его рукав дрогнул, и оттуда вылетел прозрачный шар. Он окружил его и превратился в леопарда размером с ладонь. Это был киринский леопард. Зверь посмотрел на Хань Ли своими очаровательными зелеными глазами и тихо промурлыкал. Не говоря ни слова, из его руки вспыхнул свет, и он вызвал лазурную пластинку заклинаний. Он произнес несколько слов и ударил пластинку в воздухе. Внезапно из пластины вылетел белый свет размером с горошину. Он поднялся на полфута от пластинки и застыл. Хань Ли присвистнул и махнул рукой на маленького зверя. Киринский леопард зевнул и остался неподвижным, словно был сонным. Хань Ли был ошеломлен. По пути в лес черных листьев он позволил животному находиться вместе со зверем плачущей души на несколько дней. Неужели он перенял у него сонную натуру зверя плачущей души? Однако сейчас было не время беспокоиться об этом. Он провел рукой по браслету и вынул маленькую зеленую бутылочку. Вынув оттуда таблетку, он отдал ее леопарду. Сонный леопард сразу же взбодрился, оставив остаточное изображение в воздухе, метнулся к таблетке и проглотил ее. Размахивая хвостом, он ластился к Хань Ли, словно пытаясь заполучить ее одну. Не говоря ни слова, Хань Ли указал на пластину белого света. Без необходимости говорить, он передал свои мысли зверю с помощью своего духовного чутья. Маленький зверь дрогнул и в следующее мгновение появился на вершине пластины заклинаний, несколько раз взглянув на белую точку. Он наклонил голову, а затем проглотил ее. Глава 1379. Древесный феникс. Киринский леопард на какое-то время закрыл свои зеленые глаза, а затем снова открыл и мягко прорычал. Хань Ли улыбнулся. С тех пор, как он приобрел этого маленького зверя, он обнаружил, помимо его быстрой скорости и крепкого тела, он также обладал необычайными способностями к выслеживанию. Если зверь что-то почуял, неважно, была ли цель жива, мертва или даже за множеством ограничений, он мог точно найти ее. Этот вид выслеживания был основан не только в физических чувствах. Это была невероятная способность, связанная с духовным чутьем. По крайней мере, зверь смог выследить Хань Ли, когда он использовал талисман невидимости и стоял на месте. Пластина заклинаний и пятнышко белого света были связаны с молодой женщиной в белом халате. У него также была частичка чистого духовной ци и других культиваторов. Маленький зверь огляделся вокруг и наклонил голову, словно в раздумьях. Вскоре он зашевелился и отскочил в виде бледно-желтого пятна. Хань Ли не сразу последовал за ним. Вместо этого он сделал жест заклинания и внезапно ударил лазурным светом по земле. В следующее мгновение из земли вылетел шар серебряного пламени. Огненный ворон затрепетал вокруг него. Изначально в лесу черных листьев он скрыл огненного ворона в земле. Ради осторожности, когда Хань Ли сбежал, он не стал забирать пламя. К счастью, пламя уже было полностью очищено. Даже на той скорости, с которой Хань Ли путешествовал, он все же мог отдать приказ следовать за ним. Конечно, огненный ворон не был настоящим духовным зверем. Нужно было использовать немного магической силы, чтобы поддерживать его форму. Тем не менее, это было настолько мало для его нынешнего уровня культивации, что он не возражал.
Увидев, что с огненным вороном проблем не было, Хань Ли кивнул. Затем он указал, и птица исчезла в земле. Там все еще было довольно опасно. Он должен был держать его на всякий случай. После этого Хань Ли вызвал вокруг себя свет и полетел в виде полоски лазурного света. Через несколько мгновений он быстро погнался за киринским леопардом. Маленький зверь направлялся на север. Через некоторое время он в конце концов изменил направление. Хань Ли был поражен, но молча последовал за ним. После этого киринский леопард несколько раз менял направление. В этот момент на лице Хань Ли было торжественное выражение. Это означало, что женщина в белой одежде Йейн постоянно меняла направление, вероятно потому, что ее все еще преследовали. Она не смогла бы резко изменить направление так много раз, если бы это было не так. Тем не менее, это не остановит его. С его текущими способностями, пока он не был окружен или не столкнулся с противником со значительно превосходящим уровнем культивации, он был уверен, что сможет сохранить свою жизнь. Поскольку он нуждался в этой женщине, чтобы приобрести его таблетки земного очищения, он не мог оставить ее одну. С равнодушным выражением Хань Ли следовал за леопардом, гоняясь за ним в виде лазурной молнии. Погоня продолжалась целых 3 дня, но Хань Ли еще не заметил ее. Утром 4-го дня он прибыл к бескрайнему озеру. Киринский леопард внезапно остановился. С приподнятым настроением Хань Ли подлетел к зверю во вспышке лазурного света. Зверь повернул свою тряпичную голову и тихо хныкал, как будто пытался что-то сказать. На месте Хань Ли никто бы не смог понять, что произошло, но Хань Ли радостно произнес: «Хочешь сказать, что она поблизости?» «Мы на месте». «Тогда возвращайся». Хань Ли щелкнул пальцем и бросил зверю еще одну алую таблетку. Маленький зверь подпрыгнул и поймал таблетку в воздухе, а затем он выплюнул белое пятнышко света и влетел в рукав Хань Ли в виде цепочки остаточных изображений. Хань Ли щелкнул рукой и вынул пластину заклинания, поглотив обратно белое пятнышко. Затем из его руки вспыхнул свет, и он вызвал талисман невидимости. Увидев тусклый свет талисмана, Хань Ли нахмурился и, немного помедлив, достал другой талисман. Однако фиолетовый талисман, который он достал, был полон ослепительного света. Для своего путешествия в пустыню он приложил немало усилий, чтобы изготовить еще 2 талисмана невидимости. Он уже потратил большую часть силы первого талисмана. Ради осторожности перед лицом неизвестной опасности Хань Ли решил использовать новый талисман. Убрав тусклый талисман, его новый талисман расплылся, и вспыхнули серебряные символы. Вскоре после этого он сделал жест заклинания, и его тело расплылось, а затем он полетел в том направлении, куда указывал леопард. Было неизвестно, принадлежала ли вода огромному озеру, или это был край моря. Пролетев более 600 километров, он не заметил даже крохотного участка земли. В конце концов, он наткнулся на небольшой ничем не примечательный остров. Остров был длиной 5 километров и был покрыт густой растительностью. Остров выглядел совершенно необитаемым. Хань Ли взглянул на остров, а затем поднял голову и огляделся. Он тихо полетел к центру острова. По словам леопарда, это был тот самый остров. В центре острова был небольшой пруд с несколькими серо-белыми камнями, сложенными друг на друга. Молодая женщина в белом халате с бледной кожей сидела на огромном камне, скрестив ноги. Перед ней стояла женщина из древесного клана. При виде этого Хань Ли встревожился и внезапно остановился, уставившись на незнакомую женщину, прищурив взгляд. Плоть женщины была точно такой же, как у обычного древесного духа. Кроме того, у нее был желто-оранжевый пояс, что означало, что она была на стадии пространственного закаливания. Но при ближайшем рассмотрении Хань Ли обнаружил, что женщина выглядела совсем иначе, чем обычный древесный дух. Когда древесный дух встретился с женщиной в белой одежде, на ее лице было почтительное выражение, что отличалось от выражений на лицах других древесных духов. Кроме того, Хань Ли смог ощутить чрезвычайно мощную огненную духовную силу в теле женщины, несмотря на то, что он не высвобождал своего духовного чутья. В древесном клане должна была присутствовать только чистая древесная духовная ци. Этот человек не был древесным духом. Хань Ли быстро пришел к такому выводу и перевел взгляд на молодую женщину. Он обнаружил, что помимо ее смертельно бледного цвета лица на груди молодой женщины было пятно размером с кулак. Оно напоминало кровавый цветок и было явным признаком раны. При виде этого Хань Ли колебался, решая, должен ли он раскрыться. В этот момент молодая женщина подняла голову и улыбнулась ему. «Брат Хань, раз ты здесь, как насчет того, чтобы присоединиться ко мне и отдохнуть?» Хань Ли был глубоко потрясен, когда услышал это. Как она смогла видеть сквозь его талисман невидимости был неэффективен против культиваторов стадии интеграции тела, но он определенно мог спрятать его от культиваторов стадии пространственного закаливания. Неужели женщина притворялась?
Но женщина улыбнулась в его сторону, четко показывая свою позицию. Единственное объяснение, которое он мог придумать, состояло в том, что у нее было духовное чутье, эквивалентное культиватору интеграции тела. Хань Ли почувствовал себя изумленным. Немного подумав, талисманные иероглифы исчезли с поверхности его тела, и его тело постепенно стало видимым. Вскоре после этого он ударил себя по телу и вызвал в воздух фиолетовый талисман, а затем убрал его в руку. Со спокойной внешностью Хань Ли спустился на землю. «Госпожа Е, кто это с тобой? Не могла бы ты представить меня ей?» «Конечно. Это шпион, которого люди и демоны поместили в древесный клан, госпожа Ечу. Похоже, ты тоже избежал преследования древесного клана», с улыбкой сказала молодая женщина в белом. Затем она осмотрела Хань Ли с улыбкой. Увидев, что Хань Ли был в добром здравии, она не смогла скрыть удивление на своем лице. «Ечу. Она человек или демон?» Хань Ли взглянул на зеленокожую женщину и прищурился. Женщина спокойно посмотрела на Хань Ли и сказала: «А ты очень проницателен. Я человек, но мое тело обладает духовной кровью древесного феникса. Я наполовину демон», ее голос был несколько хриплым. «Древесный феникс. Твоя культивация на стадии пространственного закаливания», услышав ее имя, он просмотрел ее своим духовным чутьем и изменился в лице. Ейн ответила: «Старшая сестра Чу родом из нашего клана». Она обладала культивацией на ранней стадии пространственного закаливания, когда ее отправили шпионить за древесным кланом. По прошествии многих лет она завершила цикл стадии пространственного закаливания и находится в одном шаге от стадии интеграции тела. Это благодаря нескольким преимуществам, которые я получила от древесного клана, иначе я бы не достигла этой стадии. Однако я не ожидала, что молодая госпожа лично прибудет сюда, скромно проговорила Ечу. Хань Ли почувствовал, как от ее культивации у него по спине пробежал холодок. Он сказал уважительным тоном: «Вот как. Если бы старшая не пришла спасти нас, боюсь, мы были бы полностью уничтожены». «Давай вернемся к этому позже». Улыбка ей исчезла, и ее лицо стало серьезным. «Поскольку меня преследовали слишком быстро, мне еще предстоит спросить, что случилось. Старшая сестра Чу, почему мы попали в ловушку древесного клана? Где остальные?» Зеленокожая женщина ответила: «Кроме меня, все остальные были убиты. Около 100 лет назад древесный клан получил информацию о наших шпионах. Только благодаря моей крови древесного феникса я смогла избежать обнаружения. Остальные были пойманы и пытались сбежать, но их поймали одного за другим». Глава 1380. Миссия выполнена. Зеленокожая женщина продолжила свой ответ: «Вы попали в засаду, потому что высший эшелон древесного клана изменил сферу обнаружения рассеивающих сны деревьев. Боюсь, что они обнаружили вас, как только вы вошли. К счастью, верхний эшелон древесного клана не считает лес черных листьев слишком важным, поэтому они послали присматривать за ним древесных духов серебряного ранга. В противном случае вам было бы трудно сбежать от них». Молодая женщина в белом, Ейн, медленно сказала: «Вот как. Старшая сестра Чу, эти последние 1000 лет, должно быть, были для тебя тяжелыми. Ничего. Последние несколько лет в древесном клане не прошли даром. Я раскрыла множество их секретов. Мне даже удалось установить связи в их клане, но теперь я разоблачена и не могу продолжать оставаться здесь». Хань Ли почувствовал, как его сердце дрогнуло. Ейн улыбнулась: «Город высшего неба на грани войны. Даже если ничего не произойдет, мастер клана планирует призвать тебя обратно. С твоим нынешним уровнем культивации нет смысла продолжать скрываться здесь». Однако ее улыбка, казалось, потревожила ее раны, и она, побледнев, закашлялась. «Молодая госпожа, с тобой все в порядке. Может, тебе принять еще одну таблетку духовного феникса?» С напряженным выражением на лице предложила Ечу. «Незачем. Их осталось совсем немного. Оставлю их на крайний случай», Ейн покачала головой. «Что? Леди Е тяжело ранена?» Спросил Хань Ли. Ейн поджала губы и сказала: «Этот серебряный древесный дух ранил меня. Думаешь, насколько эта рана серьезна? Если это обычная внутренняя травма, то у меня есть несколько таблеток, которые могут помочь», спокойным тоном сказал Хань Ли. Затем он махнул рукавом, кинув ей несколько лекарственных таблеток. Ейн приподняла бровь и вытянула руку, чтобы поймать таблетки. Затем она открыла их и вдохнула запах таблеток несколько раз. Обладая некоторыми медицинскими знаниями, она сразу же сказала с удивленным выражением на лице: «Чудесная травяная таблетка, таблетка сотен благословений, восстанавливающая духовная вода. Брат Хань, ты весьма щедр, раз решил подарить мне эти священные лекарства».
В этом случае я с радостью приму их. Со своим статусом Йейн смогла подготовить для себя всего несколько таблеток и чувствовала неверие в то, что культиватор стадии божественной трансформации мог подарить ей столько редких таблеток разом. Молодая женщина моргнула и быстро открыла бутылки, проглотив несколько таблеток, показывая свое доверие к Ханьле. Ханьле почувствовал восхищение ее решительными действиями. Конечно, у нее, скорее всего, была какая-то секретная техника, поэтому она не боялась, что с таблетками что-то не так. После того, как она проглотила таблетки, цвет ее лица стал прежним. Затем она взглянула на Ханьли и спросила: «Ах, да, как ты нашел меня? Если я не ошибаюсь, это твой талисман невидимости с серебряными рунами. Могу ли я узнать, как он называется? Я впервые вижу такой высокоранговый талисман с серебряными рунами. У меня есть небольшой опыт в технике выслеживания. Что касается талисмана, то он называется талисманом невидимости высшего зенита. Я случайно наткнулся на него, но он обладает поразительными эффектами. Я был очень удивлен, когда ты смогла увидеть меня. Могу я узнать, как ты это сделала? Боюсь, что даже культиваторам стадии пространственного закаливания было трудно заметить меня, с улыбкой сказал Ханьли. Я культивирую технику, которая проникает в большинство техник сокрытия. Так что не было ничего удивительного в том, что я смогла увидеть сквозь него. Брат Хань не должен принимать это близко к сердцу, Йейн загадочно улыбнулась, сказав это. Услышав это, Ханьли иронично усмехнулся. Хотя он знал, что она соврала, было трудно продолжать спрашивать ее об этом. Йейн сказала: «Есть еще один вопрос. Старшая сестра Чу, ты должна принести с собой информацию о древесном клане. Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы отправить ее в город высшего неба на случай непредвиденных обстоятельств». «Да, молодая госпожа», — быстро ответила зеленокожая женщина. Ханьли выглядел спокойным, но чувствовал себя немного обеспокоенно. Йейн взяла свой браслет для хранения и достала сверкающую серебряную пластинку. Зеленокожая женщина открыла рот и выплюнула изумрудную нефритовую пластинку. У Ханьли также была такая пластина. Он мог доставлять изысканные предметы в город высшего неба, однако после однократного использования эта пластина заклинаний уничтожалась. Поскольку Йейн использовала свою собственную телепортационную пластину, Ханьли больше ничего не нужно было делать. По словам мастеров усовершенствования инструментов города высшего неба, такую пластину разработали совсем недавно. В противном случае, если бы Ечу первоначально взяла с собой такую, Ханьли и другим не понадобилось бы совершать путешествие. Йейн взмахнула рукой и ударила по пластине белой печатью заклинаний. Внезапно она засияла ярким белым светом. Затем она бросила пластину перед собой, и она превратилась в формацию заклинаний размером с фут. Она закружилась в воздухе и начала гудеть. «Давай поторопимся. Хотя это всего лишь небольшая формация заклинаний, она может насторожить древесный клан», — проговорила Йейн. Ечу бросила нефритовую пластину, не задумываясь. Попав в формацию, она сразу же зависла в воздухе. Затем Йейн ударила по пластине еще одним заклинанием. Внезапно из формации заклинаний появились серебряные талисманные иероглифы, и вся формация задрожала. Затем она издала протяжный гуль и исчезла. Вскоре после этого свет на поверхности пластины погас, и она вернулась в первоначальное состояние. Однако талисманные иероглифы на пластине тоже исчезли, и она треснула на несколько частей. Ханьли почувствовал радость и щелкнул рукой, вызвав лазурный нефритовый талисман. Он пристально уставился на него. Это был талисман 1000 дистанций города высшего неба, который ему дали перед тем, как он отправился на миссию. При виде этого Йейн улыбнулась и убрала сломанную пластину. Затем она достала свой талисман 1000 дистанций. Ечу стояла на месте с равнодушным выражением на лице. На какое-то время воцарилась тишина. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашечку чая, талисманы 1000 дистанций Ханьли и Йейн одновременно засияли ярким светом, выпустив несколько серебряных рун. Сердце Ханьли затрепетало, глядя на каждую из рун. Серебряные руны плотно покрыли весь нефритовый талисман. Затем свет погас, и нефритовая пластинка снова потускнела. В этот момент Ханьли улыбнулся. То, что послал город высшего неба, было, очевидно, техникой снятия ограничений с таблетками земного очищения. Похоже, город признал, что их миссия выполнена, и что им была предоставлена свобода. Ханьли почувствовал восторг и перевел внимание Йейн. Когда женщина уставилась на свой талисман 1000 дистанций, ее губы изогнулись в довольной улыбке, что показывало, что она явно была довольна содержанием. Сердце Ханьли зашевелилось. Женщине не нужны таблетки земного очищения, и было неизвестно, что высшие эшелоны города пообещали ей за эту опасную миссию.
Наконец молодая женщина просмотрела содержимое нефритового талисмана и убрала его. Затем она хихикнула Хань Ли со словами: «Что? Кажется, брат Хань тоже получил то, что хотел». «Верно», — с улыбкой ответил Хань Ли. Молодая женщина сказала глубоким тоном: «В таком случае давайте поторопимся. Даже если у вас есть другие планы, вряд ли вы захотите оставаться на территории древесного клана». Хань Ли долго смотрел на молодую женщину и медленно кивнул. Когда она увидела ответ Хань Ли, он почувствовал себя счастливым и отдал команду зеленокожей женщине. Ечу все поняла и выпустила свое сокровище из рук. Это была желтая деревянная марионеточная птица длиной в фут. Ечу наложила заклинание, и птица поднялась в воздух, сверкая ярким светом. В мгновение ока она увеличилась в размерах на 40 метров в ширину. Птица выглядела довольно реалистичной. Йейн и Ечу безмолвно вскочили на нее. Слегка удивившись, Хань Ли последовал за ними. Ечу выкрикнула команду, и птица развернула огромные крылья, мгновенно окружив их шаром желтого света. В следующее мгновение они уже несли вдаль по небу. С тех пор, как Хань Ли объединился с ними двумя, никто из них не разговаривал о других товарищах по команде. Словно их не было. Спустя полдня деревянная птица прилетела из-за горизонта, сделав несколько кругов вокруг острова, где ранее находились культиваторы. Затем она вспыхнула ярким светом, поспешив в том направлении, куда бежала марионетка Ечу. Месяц спустя шарик желтого света пронесся по пустыне. Это была деревянная птица, несущая Хань Ли и других. С тех пор, как они отправились в путь, Ечу управляла деревянной птицей с помощью своей силы. Они летели на огромной скорости, и она явно не собиралась замедляться. В этом случае им удалось прибыть ко входу в южный горизонт за такое короткое время. Хань Ли и две женщины почувствовали облегчение. Но в этот момент перед ними внезапно разразилась буря и загрохотал гром. Небо потемнело, и вокруг них закружились темные облака, покрывая половину неба. Сквозь раскаты грома можно было расслышать призрачные вопли. Вопли не были громким, но из-за того, что звук был приглушенным, это настораживало еще больше. Обе женщины изменились в лице от этого. Это Хань Ли прищурился, и на его лице появилась нерешительность. В этот момент из темного облака вспыхнуло несколько темных серебряных дуг и раздался гром. В черном небе внезапно открылось два золотых глаза, пронзив облака, как огромная гора. Глаза пристально уставились на деревянную птицу вдалеке. В темноте Хань Ли почувствовал, как у него по спине пронеслась ледяная ци и мгновенно окутала его тело. Какое-то время он не мог и пальцем пошевелить.